Я думаю, что он у меня гремит. РФ сзади припарковался. Брестский коллега. Здравствуйте. Доброе утро. Утро шикарное. Сейчас 6:30. Если бы коллега на РФ не гремел, бы вообще красота была. Ну ладно, это момент рабочий. Ну что, 1 августа у нас уже. Последний месяц лета начался. Или начался. Все тут нормально. Солярка на месте. Трубы наши тоже на месте, я думаю. Я тут даже сейчас не полезу. Ну, надо было бы заглянуть, конечно. Сейчас не полезем. Ворота открывать, человек спит. Суетово заедем за колпачками. Там мы заглянем в прицеп. Старт-стопе стоит. На старт-стопе. Терпеть не могу старт-стоп. Когда на РФе работал, я на ночь всегда на постоянку ставил. Потому что вот это вот завелся через 10 секунд, через минуту заглох. Это хуже некуда. Постоянно этот РФ дергается, как машина эта дергается. А там он уже тоже, вон, видите, все разъехались. Один транском остался. И этот вот коллега, что здесь передо мной стоял, уехал. Та стояночка уже пустая. Как в Европе. Люди рано становятся на стоянке, рано начинают работать. Я думаю, там должно быть пусто на границе сегодня, с утра. Скоро поедем, через часик проверим. Так что вот. Ну, тут до границы километров 60 до российской. Порша недалеко здесь. Гуд. Пойдем морду лица умывать. Чай пить. Да и будем выдвигаться. Птички поют. Ай, красота. Поедем трудиться дальше. Без 15:08. Я с тобой не разговариваю. Поехали. Я там пролезу. Поехали сюда. Вот пока стоял. Ой, все, что я забыл сделать, это стекло помыть. Ну, простите, я еще пока это. Я только вхожу в ритм рабочий. От жучков-паучков. На первой же остановке, если не забуду, помою. Ну, пока стоял вот так. Зеркало ж видно. И форточки открыты, все. Тепло ж, 19 градусов. Машин мало сегодня. Ну, только сейчас вот что-то пошли. А так тихо было. Я к чему, что не должно быть колейки на границе. Надеюсь, было правильное решение. Скоро узнаем сейчас, через часик. Ну, сейчас что-то откуда они там взялись? Ё-моё, а что, перестроиться это... Догадались. Спасибо. Не было никого, тут понеслись. Я только что говорю, что машин нет на границу. Подперли один за одним. Не знаю, рассказывал, не рассказывал. Вот здесь когда-то был шиномонтаж. Здесь вот граница, Аршанский район. Здесь вот с правой стороны площадочка такая есть. Тут был шиномонтаж. Давно. Ну и также давно его спалили. Вот здесь вот. А спалили чего? Короче, их как-то вычислили. Ну это еще в нулевых было.
Они гвозди по дороге раскидывали, чтобы к ним клиенты ехали. И их поймали. Сожгли. Так, 1 августа, с чем нас всех, с одной стороны, поздравляю, с другой стороны, немножко грустно. Еще пока Беларусь. Вчера проехал 370 километров от загрузки. Сегодня надо Арбайтен. Еще 1700, но это 1700, говорю, это через Москву. Еще километров 150 добавляй сверху. В общем, еще прилично. А сегодня вторник. В четверг хотелось бы быть. Кстати, вот тоже стоянка есть. Я что-то про эту и забыл. Здесь это тоже заправка. Такая большая площадка. Правда, не знаю, тут платно, не платно. Как-то тут она называется. Паркинг платный здесь. Нормально тут переночевал. Вот. Тихо, спокойно. Все хорошо на Татнефти. Покатили. Ухо залетело, зараза никак. Сволочь, летает где-то, выгнать не могу, поймать. Вот Аршанский, 20 минут я до него ехал. И сейчас вот на горочку поднимемся, и там с правой стороны Беларусь-Нефтинская такая. Довольно-таки большая заправка, там парковка такая сделана специально, отдельно, как за бугром. Что они тут решили? Асфальт модернизировать. Уже давно пора здесь, уже давно. Такие бабки платим за дорогу. Вот она через 800 метров. Не было стопроцентной уверенности, что будут места парковочные. В общем-то, так популярностью пользуется. Это стоянка-заправка. Очень может быть, что я бы тут бы и не влез бы. Не стал бы. Вот видите, тут кто где, вот даже, как в Европе уже, кто где стоит. Сама-то елка свободная, это вон и сзади машины стоят. Ну, что я бы не стал бы здесь. Поэтому правильно сделали, что там переночевали. Полицейский там направо, ну там это, по навигатору ты приедешь. Ну лучше так, потому что так через весь вот город там попрешь сейчас. Не, ну да, конечно, чтобы прямой приехать. Спасибо, коллега. Нет, я вот заехал сюда на перекресток. Ну и здесь там еще под 40 где-то километров, меньше километров 35, и будет граница с Российской Федерацией. А куда он поехал? Эй, левей надо. Местный знает все, где надо ехать. Что у нас граница-то? А белорусская колейка не стоит, уже хорошо. «45 минут заняло сюда от Татнефти доехать. Гаишников проехали, транспортников что-то не видать белорусских. Народ вот спит, видите, прямо здесь на обочине.
Кричит, скорость превышает. Так дело. Приезжали и решили тут на обочине спать ложиться. Ну не камильфо на обочине спать, согласитесь. Что это за сон? Когда вот мимо тебя вот так вот круглосуточно машины едут. Что ты выспишься разве? Готовьтесь через 800 метров двигаться прямо. Ну, в общем-то, вот и все. А, нету никого. Есть. Не, ну там-то, наверное, вон. Или да там просто стоят. Все. Добро пожаловать. А, ну это тут у пограничника, а там что-то, по-моему, вообще никого нет. До таможенников там все шаром покати. У пограничников сейчас тут все как всегда. Сейчас паспорт покажем, поедем. Продолжайте движение прямо. Паспорт покажем с нашей китайской визой. Виза до 14 января у нас. Ой. А сколько? А ты где стоишь? Там на заправке уже? Да. Что здесь? Трубы. Бля, ну я только после артистов проехал, если бы так дождь. Первый раз у меня здесь спросили, что я везу. Обычно тут никогда не спрашивали. Ну все. Ну и свободно до тому, до этих. До таможни российской. Все, шаром покати, никого нет. Сюда нам не надо, как говорю, здесь это когда только на иностранных номерах тут надо дозволы отмечать, там все дела. И габарит, когда везешь, разрешить. И все, и дальше вон, все свободно. Правильно сделали вчера. Выспались, отдохнули. И сейчас спокойно вот можно ехать. Я когда выезжал, я у Коломного запросил, говорю, что там в красном делается. Говорит, ну есть, говорит, колейка небольшая. Утро вечера мудренее, правильно? Не надо выскакивать. Ночью надо спать, а не в колейках толкаться. Что здесь что-то? Один туда, другой сюда. Что-то не пойму я. Кто куда? Что-то грузовики в этом ряду. Поехали, и мы в этот. Здесь, наверное, что-то... Да, здесь стоят просто без этих. Уже и этот ряд для стояния заняли. Вот уже где, ну. Мало вам тех рядов. Тот ряд же был обычно проездной. Просто едешь. Ну вот как мы сейчас. Так они уже и в этот ряд все попостали, которые ходят, тут что-то все отмечают. Тут фита, шмита. Ну все. Сейчас нас пограничник сфоткает. То есть таможенник. И погнали. Так. Перчатки матерые. Чем мы в Суетово. Так. Пошли посчитаем, сколько нам надо колпачков.
Заодно в прицеп заглянем. Так. Раз, два, три, четыре, 5, 6. Пять, 6. Вот этот надо уже поменять. Хотя держится. 7. В общем, штук 10 надо брать. Сразу. Что, жарко тут уже? 25. Ну шо? Что стоит? Куда оно денется? Я даже туда не полезу. Куда оно денется? Все легкое, по 3 ремня на каждую привязал. И никуда не денется. Ну и гуд. Колпачки уже... знаете, что еще хотел посмотреть? Так, здесь у меня резинки эти подлаживаться. А здесь есть у меня омывайка или нет? В запасе. Нет, омывайки у меня нет. Я просто хотел глянуть. Просто хотел глянуть. Ну, как бы омыватель-то сейчас не надо, но все равно. Пойдем купим. А то все давно собираюсь, все никак не соберусь. У меня перчатки заправляться. Какие классные. Нашел дома такие. Огонь. Ну, будет немножко разноцветно. Ну что я сделаю? Да нормально. Здесь один диск. Здесь, там родные все. И с той стороны один такой же. Вань. Ну, чуть-чуть отличаются. Что я сделаю, если кроновских нет? А нет, и сюда нет. Сейчас мы тут в Сафоново зарулим. Вернее, уже в Сафоново-то мы зарулили. Зарулим на обед. Что-то есть охота. Хотя уже 11 утра всего. Я сегодня скажу так. Признаюсь, не завтракал. Чисто кофе попил. Говорю, еще пока в ритм не ввалился. Не вошел, не закулился, не забурился. Короче, как. Вот одна проблема. У меня это муха, я не знаю, как ее. Сейчас объявлена охота на мышей сейчас будет. На мух. Через 180 метров. Совсем не хотелось с утра. А сейчас так еду уже аж тихо, барышня. Только она бежит, так я же думаю, сейчас кинется под колеса. А сейчас аж больно внутри. Так, сосает. Хотелось, конечно, с левой стороны стать. Банки потом удобнее будет мыть. Ну ладно. В общем, мы сейчас тут борщица сербанем. Я сначала думал в Суетово там пылище это с этой стороны. Но протяну до Сафонова и здесь. Борщец будем кушать. Опять старыми очками пользуюсь, не знаю. Эти, которые новые в Чите купил, они уже потерлись все. Ну, дешевая. Дешевка хорошим не бывает. Те-то дорогие со сломанной дужкой. Мне лучше со сломанной дужкой ехать. А это затерто всюду, пелена перед глазами стоит. Не есть ВРВЛ для зеркала. Все. Пойдем.
Сейчас борщица как сербанем. Терпеть не могу совмещать монтаж с едой. Но пока вот так приходится, пока мы в ритм входим. Чувствуете, какой запах? Как полянка? Охо. Огонь! Зачетный обед, правда? Чайник листаем. Жарко, уже 25. Походу, чем дальше, чем жарче будет. Так хорошо было дома, 20-очка. Ох, сейчас-то счастье еще. Сметанкой заправим. Ближайшие дней 10-12 едой обеспечен. Домашний. Приятного аппетита. Прицеп польский. Коровенок вон повезли. Интересно, а головы? Ну, головам же нельзя польским заезжать. Хотя, по идее, прицепом даже нельзя. Сейчас вот посмотрим. Тут еще один скотовоз обходит. А не, головые гродненские. Ну да, есть такая контора в Гродно. Частенько они на Казахстан. Но это, скорее всего, на Казахстан тащат. Они частенько на Казахстан таскают. Да, вот еще коровенки и чуи тот же самый белостокские номера, прицеп польский. 100% Казахстан потащили. А может и в Россию. Здесь животных не возят. Там третий. Там сзади третий догоняет. А это у нас уже Бородино. Где вломили. Одному дятлу, который возомнил себе Бонапартом. Как раз поворот на Бородино прошли. Вот и третий догоняет. И века, машина века. Тоже коровенки. И этот белостокский. Перецепились и все. Паны им туда притащили. Они там где-то. Где мы еще? Где сейчас можно? Либо в этом, либо в Бресте. В Бресте зацепили. Погнали. Что-то тут резко случилось. Ехали, потом все резко что-то в тормоза ударили. Совсем резко. Сломался, братан. Сломался в таком месте. На обочину не съедешь. Да мы уже тут где-то Кубинки скоро подгребем. 108-я пройдена. Так далеко уже и до 107 осталось. Ну и после нее, соответственно, скат. GoPro, стоп-видео. Скоро они тут вообще все забабахают, такое четкое. Все это поле засыпят.
Это Кубинка, да. Видите, этот храм почти всея Руси. Вот самолеты поставили на постамент. Не было раньше. Храм, конечно, это по-моему, наверное, это самый крутой из всех. Ну, во всяком случае, тех, что я видел. Чутенько они так эти припарковали их здесь, да? Красиво. Даже в Тельмах и то тут рядом не стоял. Парк Патриоты. Этот храм это что-то. А ночью такая тут красота. И вот даже сейчас он тоже машин много. Все вот. Сюда даже на грузовике можно заехать. Можно, ну. Когда можно, я не еду. Сейчас вот я бы заехал бы, так сейчас уже нельзя. У меня времени на это нет. Но то, что побывать тут надо, это обязательно. Обязательно надо сюда каким-то образом попасть. Вот мы уже и на М7. Скат остался за плечами. Ну вот теперь уже более реальные километражи мне выдает. 1100 до выгрузки. Уже нормально. Уже good. Сегодня до Сенинских двориков, как обычно, доедем. Может, Димка подскочит. Говорит, поехали ко мне в гости. Я говорю, слышишь, пока я приеду, пока ты меня заберешь, пока мы к тебе приедем, пока мы посидим ля-ля тополя, уже назад меня везти надо будет. А потом не спавшему, толком не выспавшись ехать, ты-то дома останешься. А может так просто подъедет чайку попить. Вот а сейчас дома Костян работает. Костян меня догонять будет. Я думаю, что запросто догонит.
Сегодня у нас что, вторник? Он послезавтра на Улан-Удэ грузится. Ну и как раз, пока я там выгружусь туда-сюда своими короткими перебежками, Костян меня и перегонит, посмотрите. Век воли не видать. Вот. Поэтому до Сенецких еще, наверное, сотка, может, чуть больше. Ну, нормально. В принципе, идем гуд. А вот если бы дома остался ночевать и поехал бы, сегодня только с Минска выехал, и там не без 28. Тихо, знак же 40. Куда ты? Вон камера висит. Это самое. То было бы намного сложнее. Сейчас бы было еще где-нибудь только вроде Гагарина. А так сделали все правильно. А сейчас тут это что? Дубну пройдем, Покров пройдем. На М12. И го-го, говорит, понеслись до этого, до Владимира. Погнали наши городских до городу Парижу. Такой цвет интересный, да? Детской неожиданностью выезжал там. Ай, только гляньте, какой модный, новомодный автомобиль ездит. Что ты? Ой, ну конечно. Т-555 МВ-33. Да, хороший аппарат. Ты откуда это к нам такого красивого дяденьку занесло? Я всегда с собой беру видеокамеру. На таком модном автомобиле. Здорово. 1000 лет уже не видишь. 1000, да, а может и больше даже. Ой. Че ты уже 4-й десяток, говоришь, разменял, да? Ну да, 30. Обалдеть. А тут можно написать не Exit, например, там, а Дима. Ну, блин, по заказу китайцев, я думаю, можно все. Напишите все, что угодно. Хочешь, да прям на китайском даже, да? Легко. Запросто. Только, я думаю, никто не поймет. Там будет 3 закорючки. Да. Ну чё, как? 4-й десяток доволен? Да ну ничего вроде так. Ну, косяков пока не было, вопросов по машинке. Одна Что случилось? советская, ну, российская деталь стоит на машине. И она сломалась? И она мозги полощет. А что? Блок ГЛОНАССа. Блок ГЛОНАССа, да? А что с ним такое? А он, короче, он же завязан, ну, с музыкой, он же через динамики Ну, вот это говорит. ну. И он, короче, глюк какой-то на музыку дает. То есть ты едешь, у тебя этот, ну, раз звук, ну, все работает, монитор работает, но Ну. звука раз и просто нету. Едешь, так раз, она появилась, секунд 5 что-то попел, раз опять заглохло. Ну, и вот так вот. Короче, по гарантии сняли, забрали его, свозили, прошили, перешили. Сегодня, ну, вот на ТО ездил. Поставили его обратно. Будешь смотреть сейчас, Ну, да? пока все нормально. Короче, следующий этап, я думаю, если то же самое будет, то он полетит на помойку и все. И с ГЛОНАССом мы распрощаемся. Так он еще стоит. Так, а подожди, а что, без него нельзя, что ли, без ГЛОНАССа? Да нет, ну почему можно? Ну, так а нафига он нужен? Он вообще? стоит еще, получается, вот центральная консоль, Ну. и он вон там под ней стоит. Ё-моё, чтобы до То него есть, чтобы долезть, тут надо... вот пол салона надо разобрать, чтобы туда долезть. Чтобы до него добраться, да. Это вот всего единственная российская деталь. И та
Выполоскала все мозги. Сиденье кожа рожа у тебя, да, Юнка? Ну да, ну. Кожа, да? Понятно. Черексит. Чё Костян сегодня грустный такой? Почему? Не знаю, не разговорчивый. Вроде нормальный был. Нормально. Сколько ему звонил? Утром еще, когда с тобой только начинал разговаривать. С утра, мне кажется. Хотя хрен его знает. Ясно. Короче, ладно. Чай пойдем пить? Да. А где? Кто? Машину? И в кафе Куда? пойдем? Ты нахрен нам кафе? Ты же этот. Ты же сладкоежка, да? Я же тебе. Что ты там? Взял. Ах ты! Так что не пойдем же мы с тортом в кафе, но мы можем, конечно. Нет, стартом нет. Ну вот. Худел я в отпуске, и все зря. Чего? Какой ты худел? Короче, пошел тогда чай, пошли чайник ставить.